Китайский терминатор против Джавахира Синдарова. С первых ходов начал играть на победу. Двинул пешечку Е4, Джавахир отвечает Е5. Королевская пехота встречается лицом к лицу. Конь С3. Если сейчас пойти конь F6, тогда F4. Венский гамбит, неприятный для черных. И в этой партии китайский дракон будет пытаться сломить Джавахира. Делает точные ходы, но в какой-то момент подвиснет, как старый компьютер. Конь С6 отвечает Джавахир, чтобы не переходить в венский гамбит. Пошло развитие слона. Следующий кобылянский выше. Аккуратненько d3, чтобы на всякий случай не получить конь e4, а потом d5. Конь А5. А вам не кажется, дядя, что ваше место... возле параши. Кто это? На самом деле этот слон белопольный в таких дебютах очень неприятный, и его желательно убить. ВИ двигает пешечку на А3, чтобы не было никаких связок. И если этот конь с А5 сразу же не заберет слона, то просто слоник уйдет на А2. Тяпнул на С4, сдвоил пешки и развивается слон. Здесь можно было бы двинуть сразу Б4 и после слон Д4 поставить слон Б2. Но китайский терминатор немножко не рискнул, так как после взятия этого коня следует просто конь Е4. Да, как бы там есть еще Е5, но тогда ферзь Е7. Простреливаем на короля. В случае отступления этого слона или взятия пешки, последует просто обыкновенная ловушечка конь С3 с детским выигрышем ферзя. Поэтому нет, конь F3. Укрепился на d6, угрожает ход b4. Этого дядьку так просто не насиндаришь. Хитрый китаец решил покаламутить воду, играет ферзь d3, чтобы после слон g5 устроить на доске интрижку. Угадай-ка, Джавахир, куда я пойду? Направо или налево? Налево пойдешь. Золото найдешь, направо найдешь, все про Е. Исходя из этого заклинания, решилась судьба этой партии. Слон Е6, чтобы взять под контроль поле d5, и слон g5. Теперь угрожает ход коней на поле d5, чтобы подвязать и сдвоить эти пешки. Скажу вам сразу, ребята, что пешки будут сдвоены, и эта пешка станет ахиллесовой пятой. Но для кого? Для белых или для черных? Предстоит узнать. Жмякни мне лайк авансом и подпишись на канал. Я держу руку на пульсе, а глаза на доске. Угрожает ход b4 также, чтобы зажать этого слона. Неприятные какие-то движения, поэтому Джавахир играет опять, чтобы не допустить. Пошел китаец конем на d5, c6. Аккуратненько. Теперь уже можно разменяться на поле f6. Что и делает ВИ. Разменялись сюда. Атакован слон. Слону необходимо отступить. Отступает. И королевская ладья. Королевская, потому что стоит на королевском фланге. Идет на поле g8. Атакует пешечку на g2. И как настоящий профессионал, ВИ рокирует прямо под атаку. Все как учат знатоки Шаолиня. Угрожает ход b4. Поэтому Джавахир играет а4, чтобы в случае продвижения пешки забрать на проходе. Вот здесь соперник Синдарова немножко подвис. Скорее всего, Синдаров владеет какими-то мантрами гипноза или дышит сонным воздухом на своих соперников. Иначе как объяснить то, что подвисает Каруана? Вчера Накамура подвис, все партии есть на канале, ты можешь пройти, посмотреть, поклассать, лайки там прожать. И сегодня этот господин провисал, неплохо так провисал. Вот подумал он примерно 20 минут и поднял лучшее решение. b4. Теперь у нас возможен такой вариант. Забрал АБ, что было в партии, забрал ЦБ. И тут китайский гроссмейстер отдавал пешечку на поле А3. Если брать эту пешечку на поле А3, давайте окунемся в этот вариант. Забрал. Ладья А1. Атакован слон. Слону необходимо отойти. Если слон С5, тогда внимание, у белых есть очень мощный ресурс. Можешь поставить видео на паузу, поискать, если нашел красавчик, а именно слон F6. Если бить этого слона, следует ладья А8. Тогда у черных находится контрресурс ладья G2. Забрал на G2, потом забрал ферзем. Позиция равная, но все-таки качество есть качество. С качеством играть проще. Не всегда. Но в партии же Джавахир не стал принимать вот эту вот китайскую замануху с Алиэкспресса. Он сыграл слон G4, расставляет своему оппоненту неудобные ловушки. Ловушки позиционного типа. Дальше следует B4, напасть на этого слона. В промежутке Синдаров забирает коня, чтобы освободить поле d4. И, конечно, слона надо бить. Надо бить обязательно ферзем, так как пешка связана ладьей. Джавахир сыграл слон d4, напал на эту ладью. И вот здесь соперничек подвис на 48 минут. Без
Без 12 час он просидел, продумал, чухался, поворачивался, в разные стороны смотрел, а Синдаров себе сидел в комнатушечке и наблюдал. Наблюдал, что же он сделает. Скорее всего, он раздумывал над вариантом взятия этой пешки. Лучшим ходом, конечно же, было бы просто ладья 2, это по движку. Но он подумал, что лучше всего забрать пешечку, ведь пешечка это хорошо, это будущий ферзь. Но на самом деле этот ход упускает все преимущество, даже то незначительное преимущество он уже выпустил и потратил тонну времени. Хорошо, Синдаров молниеносно играет ферзь d7, ладья d1 и ферзь e6. Атакует пешечку на поле c4. Следует ход h3, чтобы не было никаких ладья g4, иначе давайте покажу вам вариант, угрозу. Если защищать пешку на поле c4, например, вот так, последует просто ладья g6. Нападает на слона. И если слон h4, тогда ферзь g4. Надо меняться. И после размена висит пешка, висит слон, висит еще пешка. И на эндшпиль черные получают позицию -3. То есть просто разнос посуды. Поэтому в партии было h3, чтобы не допустить хода ладья g4. Синдаров отыгрывает пешку, остается немножко в лучшей позиции. Да, по компьютеру нули, равность. Но с человеческой точки зрения все не так уж и просто. Кстати, видели цирк Хикару, который он организовал? Он показал все те самые варианты, которые я показал в вчерашнем видео. Ход рокировка его сбил с толку. Вернемся к партии. В партии последовала ладья d3, чтобы защитить пешку на поле a3. Ферзь вернулся назад, где-то подвисает пешечка на поле h3, и при случае слон также, если ладья g6. Убрал VI ладью на поле d1, и это ошибка, так как эта ладья защищала критическое поле f2. Нападает Синдаров на слона на поле f6, и слон уходит на h4. Хитрый ход король f8 на самом деле не самый лучший ход. Самый лучший ход был c5, чтобы максимально укрепить этого слона на поле d4. Но ход король f8 последовал в партии, и у китайца остается 8 минут. Сможет ли он за 8 минут что-то организовать, кроме сдачи этой партии? Сейчас предстоит выяснить. Будем посмотреть. Ну а ты лайк прожми, если еще не прожал. И подписку. Ферзь h5 сыграл китаец. Король черных сделал искусственную рокировку. Хотелось бы VI укрепить пешечку на поле e4, поэтому он двинул короля на поле h1. И Синдаров Джавахир начинает понемножку надвигать пешечки на королевском фланге, на ферзевом. Дальше происходит f4, чтобы дальше пихануть эту пешечку и сделать вилку. Забрал на f4, ферзь f3. У китайца осталось слишком мало времени, поэтому каждый ход в цейтноте подвергается огромному риску ошибки. Ладья e8, пешечка e4 теперь под ударом. Слон f2, предложение разменять слонов. Слон f2, ферзь f2. И падает центральная пешечка на поле e4. У белых совсем все плохо. Еще и времени нету. А у Синдарова 50 минут на часах. Но это просто сигма-бой. Но тем не менее можно отыграть одну пешечку, и VI этим пользуется. Ладья d6. Предложение разменять ферзи. Если хочешь меняться, давай меняться на f3. Отказывается Синдаров принимать условия китайца, двигает пешку c4. Происходит шах, аккуратненько в сторонку. Ладья d1, чтобы по первой нигде не прилетела. И пошла пешечка c3. Еще в партии последовала ферзь g5. И Синдаров точным ходом f3 убирает все угрозы от своего короля. На самом деле угрожал шах на поле h6 и где-то возможно вечный шах. А после хода f3 ферзь уже контролирует поле h6 и шаха нету. Поэтому приходится брать ферзей. Ладья e3, и после этого хода китайский гроссмейстер признал свое поражение. 5 партий из 6 победных. 3200 перформанс. Это что-то необычное. Перед вами турнирная таблица. Жми лайк этому видео, если болеешь за Синдарова. Подписку на канал и встретимся в следующих разборах. Ну а пока кликай по конечной заставке, смотри другие видео.